А вы знаете, что кредит самый популярный в России? Может, не надо? Надо! Изучая мобильные игры Electronic Arts, я понял их главное отличие от всех других. Страх — это иллюзия, страха нет. Но, к моему глубочайшему удивлению, официально EA заработали на мобильном рынке в 2021 жалкие $734 миллиона. Я, конечно, не люблю считать чужие деньги. Я обожаю это делать. То есть в 2019 EA только от спортивных симуляторов для телефонов получила свыше миллиарда, а теперь у них резко падение доходов. Денег нет вообще. Но зачем в чем-то подозревать Electronic Arts? Ведь только в прошлом году они купили мобильных разработчиков всего лишь на сумму 5 миллиардов. Ну как там с деньгами? Ты куда звонишь? Эти сумасшедшие готовы покупать любого, кто способен создать что-то сложнее 3 в ряд. Я разработчик с 5-летним стажем. Ну, хотя бы отношение к своим фанатам у них остается прежним. Они все так же пытаются относиться к ним как к полноценным людям. Там какая-то шваль орёт. Именно поэтому я решил изучить все мобильные игры Electronic Arts. Ведь на мне их финансовые пирамиды не прокатят по абсолютно логичной причине. Сразу скажу, у меня денег нет. К сожалению, не все игры EA работают, несмотря на возможность покупки. Ведь это входит в сюрприз механики. А если вам что-то не нравится? А вот это явно не моя проблема. Но если Electronic Arts думает, что я не смогу поиграть в Need for Speed Most Wanted... Я намерен дать отрицательный ответ. Вообще у NFS в 2012 году было много версий. Для Java, PS Vita и Wii U нам на телефоны досталось лучшее. Без открытого мира, без мультиплеера, за отдельную стоимость и с донатом. Мама говорит, что я особенный. В 2015 компания задалась еще более великой целью, чем убить очередную серию игр. Сделать из NFS асфальт. Получилось настолько хорошо, что пришлось вырубить сервера платной версии. Этот конкурент был слишком опасен. В нем было управление машины. У No Limits, конечно, есть плюсы. Хороший тюнинг за донат. Много контента за донат. Много машин. На удивление, не за донат, а за лутбоксы, где может выпасть рандомный чертеж рандомной машины, которых нужно 60 штук 6 раз подряд. Но не переживайте. Уже в начале нас обучают их открывать. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. После чего машину нужно апгрейдить, тратя энергию, если тебе повезет. В принципе, после продажи батиного Жигуля хватит ровно на одну полностью прокачанную машину. Но главная проблема NFS No Limits — это не игра, это симулятор игры. Управление автоматическое, все трассы просто прямая полоса, гонку можно вообще не запускать. ПВП без реальных людей, настройки графики изменить нельзя. Здесь даже кнопки тормоза нет. Нам буквально говорят: Не тормози! задонать! При этом игра получилась настолько успешной, что практически все элементы из нее скопировали в Asphalt 9, в который хотя бы весело играть, под грибами. Я вот люблю шампиньончики. После чего уже NFS начал все воровать у Asphalt 9. Даже интерфейс. Называется это Круговорот дерьма в природе! Остался вопрос, что означают огромные люди на экране загрузки. Неужели это отсылка на последний сезон? К счастью, от Need for Speed все еще можно получать удовольствие на ПК, желательно за бесплатно. И возможно когда-то EA смогут понять, что от них хотят фанаты. Нам нужен андеграунд, согласно на ремастер. А потом EA заявляют, что следующий NFS будет для мобилок. Этот мир прогнил. Но с открытым миром. Мега хорош. От создателей Call of Duty Mobile. И для ПК потребуется эмулятор андроида. К счастью, встроенный эмулятор скоро будет везде. Windows 11, Windows 10, от самих Google. И в мобильные игры действительно удобно играть, например, на ноутбуке. Особенно с NVIDIA RTX 360. И мощным процессором AMD Ryzen 5 5600H на 12 потоков и частотой до 4,2 ГГц. Но если вы будете покупать ноутбук от HP Omen 15, потому что он может потянуть такие игры, как Cyberpunk, при этом дешевле, чем сама видеокарта и дешевле, чем iPhone. Я его покупаю, потому что он полностью железный, холодненький и к нему приятно прикладывать лицо после новогодних праздников. Премиальность продукта за адекватные деньги здесь чувствуется везде. Он не издает звуков. Он лучше женщины. Еще с 4 разъемами USB с максимально быстрой передачей и с Full HD экраном 144 Гц на 15,6 дюйма. И оказывается, несложно поставить вентиляторы в 2,5 раза мощнее, чем у конкурентов, которые больше и тише за ту же стоимость ноутбука.
Ну или включить Omen Command Center и сделать ноутбук абсолютно беззвучным. А благодаря серьезному дизайну его даже не стыдно показать вашим родителям или друзьям. В отличие от девушки. Да и весит легче 2,5 килограмма. Главное отличие HP Omen от других брендов, им можно пользоваться сразу из коробки. Готов вкалывать. Не устанавливая Windows, не покупая отдельно дополнительную память для 2 канала, не покупая SSD пошустрее, а вместо ручной настройки процессора и системы в реестре, абсолютно все, что нужно геймеру, можно сделать в программе Omen Gaming Hub. От разгона до андервольтинга, синхронизации подсветки и удаленного управления. Ссылка на ноутбук для геймеров в описании. Как ни странно, у EA Mobile есть действительно хорошая серия игр — Real Racing. И так как это фактически лучшая гоночная игра на телефонах, главный конкурент Real Racing — это Real Racing. Поэтому в мире может одновременно существовать только одна Real Racing. Вышла вторая — удалим первую. Вышла третья — удалим вторую. А скоро еще и выйдет Real Racing Next. Жалко. У меня еще есть. И в отличие от детских аркадных гонок, в этой игре исключительно состоявшиеся бизнесмены, способные позволить себе одну машину за 9000 рублей. Не знаете, куда можно голимую гору бабла деть? Но не переживайте, вы будете знать о каждом выгодном предложении. Ведь баннеры здесь появляются после абсолютно каждого действия. А вот и я! Не ждали! А если ты будешь чувствовать себя бесполезным, вспомни, что я выпустила отдельную игру Формула-1 Mobile Racing, в мире, где это ивентовый режим для Real Racing. При этом сделан лучше, чем полноценная игра. Я разработчик, моей вины здесь нет. Несмотря на то, что Формула-1 Mobile существует прекрасный искусственный, возможно, интеллект, Другої нема, Ярик хуярин, блядь. Ярик, блядь! Ярик, блядь! Ярик! и зная, как сильно EA любит удалять свои неприбыльные игры с Google Play, удивительно, почему в нем до сих пор существует оригинальный Plants vs. Zombies за бесплатно. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Возможно, вторая часть даст ответ на этот вопрос. Гостил я летом у ребят, не видел наяву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Даже я никогда не видел подобной системы монетизации. Каждое растение продается отдельно, за деньги. Вам буквально нужно покупать геймплей. При этом вот кнопка «Играть», а это кнопка «Доната». Во всей этой ситуации больше всего жаль невинных зомби, которые просто хотели съесть растения. Чтоб пожрать, вам придется поработать! К счастью, маленькая инди-студия не смогла позволить себе настоящие сервера для игр. Поэтому практически все проекты EA легко взламываются и превращаются в настоящие игры. В теории в это можно даже играть, пока ее не удалили после выхода третьей части. И если оригинал был чем-то новым в жанре, особенностью продолжения стали разные временные эпохи. А фишка третьей части... Вот это лицо милого солнышка. А это лицо маньяка-рецидивиста. И хоть третья часть еще далеко до выхода, донат уже инновационный. Теперь вам нужно выбивать чертежи растений и собирать колоду. Прям как Plants vs. Zombie Heroes. Игра, к сожалению, вышла не в то время, и к ее монетизации нового поколения обычные геймеры были не готовы. А ведь это всего лишь безобидный клон Харстоуна. С колодой карт за 3000 гривен. Одной из 54. И отдельной стоимостью героя колоды. И в тот момент, когда ты уже продал гараж и девушку за карточный долг, оказывается, существует точно такой же набор колод за зомби. А игру уже 3 года не поддерживают. Ты чё, аферист? И подобную судьбу скоро разделила Star Wars Галактика Героев. Изначально это был идеальный батя Raid Shadow Legends. Ведь у EA со Звездными войнами есть одна закономерность. Нельзя создавать говно, Дисней отберет права! Если обосремся снова, Дисней отберет права! Но из-за возраста игры и перенасыщенности контента она морально устарела. Новичку придется на протяжении года догонять только контент 2019-го, не понимая, из-за чего он постоянно проигрывает. Почему постоянно умирает? Потому что он бедный. Как же хорошо, что игра сама предлагает буквально пройти себя за 9000 рублей. Так неожиданно и приятно. Но это оплата только за вступление. С этого момента начинается увлекательный экономический симулятор правильного распределения ресурсов. Ну а если ты потратил что-то не туда... Заплатишь мне за свое непонимание.
Все это были скромные игры-мультимиллионеры. Настоящий заработок Electronic Arts находится на один уровень ниже. Здравствуйте, мы из компании EA Sports. Why are you gay? К UFC у меня много претензий. Отсутствие PvP в игре, привязанной к интернету, RPG-система с прокачкой и цифрами урона в реалистичных боях. Но даже это не так плохо, как UFC Mobile 2. Ведь кроме всего перечисленного из прошлой части, добавили еще и спецэффекты каждому удару. А сила бойцов теперь измеряется уровнем ХП и стихии. Моча. Говно. Для меня такое отношение к мужскому виду спорта отвратительно. Ведь настоящие мужики дерутся совершенно по-другому. Кто разрешил тебе надевать трусы? Но даже в UFC есть какое-то понятие предельного доната. FIFA на это все говорит четко. Покажите Деньги! или идите нахуй. В игре настолько продумано отсутствие баланса, что для победы над бомжами достаточно привязать свою кредитную карту к силе вашей команды. Он стал богом. Мы должны подчиниться ему. И в то время, пока обычным игрокам остается только мечтать прикоснуться к Роналду, местные бизнесмены напрямую ведут диалог с Electronic Arts. В смысле, они серьезно покупают карточки у разработчиков за 1000 евро. Ничего не получится. Сейчас все получится. В теории, конечно, можно играть и бесплатно. Каждый день. По четкому расписанию. Во всевозможные режимы. Где можно отдельно задонатить. На 2 Battle Pass'а одновременно. У вас даже получится собрать команду. Если не забанят за слишком частые победы. Главное, не переживайте. Даже если вас не забанят, каждый год в игре сбрасывается весь ваш ёбаный прогресс и донат. Ведь для новой команды, для комфортной игры нужно будет всего лишь снова задонатить. 300 тысяч рублей, ну то есть те деньги, которые есть у каждого. Но все честно. В самой игре четко написано, кто вы для разработчиков. Подобная система практически во всех спортивных симуляторах EA. Но если в FIFA хотя бы понятно, как играть. Автоматически. Madden NFL у русского человека может вызвать сильнейший приступ панической атаки. Да блять, я не могу это. С NBA Live Mobile ситуация получше. В отличие от американского футбола, баскетбольчик полностью на русском. А управление в разы адекватнее. Нас даже спрашивают, хотим ли мы посмотреть рекламу. И все хорошо ровно до того момента, пока не узнаешь, что тут есть рынок продаж чернокожих игроков. В своих планах по продаже воздуха EA нацелена не только на мужчин, Но и всех женщин и детей. Да, возможно, их детские игры выглядят как казино, стоят как казино, и внутри них рекламируется казино. Но это все чистое совпадение. А вот для женской аудитории есть целых 2 уникальных проекта: Sims Freeplay и Sims Mobile. И разница у этих игр в том, что ни в одной из них бесплатно вы не поиграете. Но отвечая на главный вопрос, да, в обеих играх можно родить ребенка чернокожей гей-пары. Папа и папа, папа и папа. У меня есть родители! И хоть одна часть была создана на основе Sims 3, а вторая команда уборщиков Sims 4, лучше всего играть в Mobile. Хотя бы потому, что в ней вас не заставляют отправлять персонажа работать реальных 12 часов. Всего лишь 8. Да и редактор персонажей в ней лучше. Хоть и не сравним с великолепным оригиналом. И пару яиц еще неплохо. На фоне всего этого даже как-то неловко упоминать SimCity Building и Sims and Tap It Out. Ведь это отличные градостроительные игры, если их взломать. Мури с нуля отстроить дешевле, чем честно построить город в этих играх. Но сколько бы вы ни донатили в игры от EA, у нее есть одно четкое правило. При любой непонятной ситуации бежим отключать сервера. Как в Danger Keeper Mobile, погубивший серию, Command & Conquer Rivals, погубивший серию, Heroes of Dragon Age. А как там дела с 4-й частью? Я хуй знаю. Возможно, это видео было создано с целью уничтожить финансовую пирамиду Electronic Arts. Или я просто хочу купить акции ей подешевле, пока компания не купил Филя. А за скромные 60 тысяч лайков следующей целью покупки акций станет маленькая инди-компания из Украины. Надеюсь, фанаты FIFA поймут неадекватность мобильных игр от EA. Хотя им вроде и так заебись. Кто ты такой, чтобы учить меня жизни? Как проще наебать, как больше спить?